Добрый день, друзья! Нежный сочный торт «Три молока» готовится настолько просто, что я уверена, с ним справится любая хозяйка. Изюминка этого рецепта заключается в обильной пропитке, которая полноценно заменяет кремовые прослойки, всевозможные начинки, добавки. Не буду вас долго томить, давайте побыстрее начнем его приготовление. Итак, сперва нам нужно взбить яйца с сахаром. Для этого 4 яйца, щепотку соли и стакан сахара, стакан у меня на 200 грамм, помещаем в чашу миксера и взбиваем на высокой скорости до образования очень пышной и плотной пены. Чем лучше вы взобьете яйца, тем пышнее и выше получится бисквит. Это залог успеха любой бисквитной выпечки. Далее уменьшаем скорость миксера и начинаем частями всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться однородным, без мучных комочков. Буквально на короткое время миксер выключаем. Нам нужно 3 столовые ложки растительного масла без запаха и 3 столовые ложки кипятка соединить, хорошо перемешать и влить в тесто. Снова включаем миксер и на слабых оборотах просто все соединяем до однородности. Вот и все, тесто готово. По консистенции оно получается как густая сметана. Выпекать бисквит мы будем в разъемной форме на 24 сантиметра. Дно формы застилаем бумагой для выпечки. Защелкиваем края формы и обрезаем лишнюю бумагу. Дно и бока формы смазывать не нужно. Сразу переливаем все тесто в форму. Форму немного потрясем, чтобы тесто распределилось по всей поверхности равномерно. И отправляем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Ну а пока приготовим пропитку для бисквита. Она состоит из 3 ингредиентов: молока, сливок и сгущенки. Переливаем молоко и сливки в емкость большего размера. Добавляем сгущенку и все хорошо перемешиваем при помощи венчика. Пропитка готова, ну а пока выпекается бисквит, я хочу ответить на несколько часто задаваемых вопросов. Находясь на моем канале, вы хотите посмотреть один из рецептов. Нажимаете на значок видео, и перед вами открывается вот такое окошко. Нажав на кнопку «Подписаться», вы сможете не пропустить ни одно новое видео. Ну а если вам удобнее готовить по текстовой версии с подробными фото, открываете описание под видео, нажав на название рецепта, и находите вот такую ссылку на мой канал Яндекс.Дзен, где вы сможете прочитать весь рецепт, увидеть пошаговые фото и сразу же его повторить и приготовить. Тем временем прошло полчаса. Посмотрите, как хорошо поднялся бисквит. Готовность проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть чистой и сухой. Бисквит достаем из духовки и даем ему постоять 5 минут. Затем делаем в нем множество проколов
Я буду использовать вот такое приспособление для нарезки лука, так как с ним это делается намного быстрее. Но можно использовать деревянную шпажку или зубочистку. Прокалываем поверхность бисквита вот таким образом. Не бойтесь, бисквит не осядет. Далее теплый бисквит с множеством мелких дырочек заливаем получившейся молочной смесью. На первый взгляд может показаться, что ее очень много, но это не так. Все 3 молока полностью впитаются в бисквит и придадут ему сочность, влажность и неповторимый вкус. В таком виде оставляем бисквит на столе на несколько часов. У меня он пропитывался 2 часа. Насколько быстро впитывается молочная смесь в бисквит, я думаю, видно сразу, поэтому не переживайте и выливайте абсолютно все. Через 2 часа бисквит отделяем от стенок формы, снимаем боковую панель. Из всего рецепта сейчас будет самый волнительный момент. Нам нужно бисквит переложить на сервировочное блюдо. Аккуратными движениями переворачиваем его на руку, снимаем бумагу для выпечки и кладем на тарелку. Украшать торт будем самым простым и вкусным кремом. Для его приготовления нужен сливочный сыр маскарпоне. Я покупаю фирмы Банфеста. Она меня никогда не подводила и по качеству полностью меня устраивает. Перекладываем холодный сливочный сыр в чашу миксера. Всыпаем к нему 50 грамм сахарной пудры и с помощью насадки венчик соединяем в однородную массу. Скорость миксера уменьшаем до средней и тонкой струйкой вливаем сливки. У меня 33%. Сливки, так же как и сыр, должны быть очень холодными. Как только вы увидите, что сливки начали взбиваться, увеличиваем скорость миксера и доводим крем до пышной гладкой консистенции. Но если у вас не так много времени на приготовление торта, его можно просто присыпать сахарной пудрой и сразу подавать к столу. Ну а тот, кто решил украсить торт так же, как и я, кремом, нам понадобится рифленая насадка и кондитерский мешок. Перекладываем крем в мешок и отсаживаем его в виде маленьких пирамидок или цветочков на поверхность бисквита. Это делается очень легко и быстро. Крем отсаживаем по кругу, двигаясь от края к центру. При этом стараемся заполнить кремом все пустоты. Посмотрите, какой шикарный и красивый получился торт. По желанию сверху торт присыпаем какао или кондитерскими посыпками. Перед подачей торт желательно охладить, поэтому отправляем его в холодильник часа на 2. Впечатление о торте 3 молока у меня одно. Он просто фантастический. Причем именно так и единодушно решила вся наша семья. Буквально за 2 захода от десерта остались лишь приятные воспоминания. Поэтому я рекомендую его приготовить в ближайшее время и насладиться неповторимой нежностью и обалденным вкусом. Надеюсь, что этот рецепт будет занимать почетное место в вашей кулинарной книге. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».